Привет. Сегодня у нас такая, знаете, очень практическая тема на разборе. Привет. Вот по следам одного видео с YouTube, которое нам попалось, очень актуально для тех, кто собирается в Индию, особенно впервые. О да, Индия и что там? Обмен валюты. Это ж первый квест по прилету, правильно? И вот как раз тут, оказывается, легко можно, потерять деньги. Да, это точно. Первое впечатление и сразу финансовый вопрос. И если курс неудачный, то как-то, настроение может подпортиться. Вот. И видео как раз об этом. Задача наша — разобраться, как этот квест пройти правильно, без потерь на ровном месте. Отличная тема. Давайте посмотрим, какие там подводные камни и, главное, как их обойти. Ну вот, давайте начнем распаковывать. Первая ошибка. Судя по всему, очень частая — менять деньги прямо в аэропорту. Сразу по прилету. Ну да, классика. В видео так и говорят. Курс там, очень невыгодный, прямо грабительский. Совершенно верно. Аэропорты, они же этим и живут, по сути. Расчет на то, что турист устал, ему нужны рупии вот прямо сейчас, и выбирать особо некогда. Угу. Ну и информации часто нет у людей. Тем же пользуются и гиды, кстати, которые предлагают помочь с обменом. Удобно? Наверное. Но курс у них тоже, как правило, не самый лучший. Вот-вот. И видео как раз очень яркий пример был. Там гид предложил поменять $100 и давал за них 7900 рупий. Так, А автор видео, не поленился, поискал и нашел место, где ему за те же $100 дали 8100 рупий. интересно. И где же это такое место нашлось? Не в банке, небось? А вот и нет, это самое любопытное. В ювелирном магазине. В ювелирном? Неожиданно, да. Очень. Согласитесь, вот не первое место, куда пойдешь деньги менять. Это точно. Но смотрите, какая разница 200 рупий со $100. На ровном месте, по сути. Да, 200 рупий. Вот тут, знаете, можно подумать, что такое 200 рупий? Стоит ли из-за них вообще суетиться, искать что-то? А вот это хороший вопрос. И видео на него, кстати, очень наглядно отвечают. Да. Да. Казалось бы, 200 рупий сумма небольшая, но там приводят пример. В Агре, например, это стоимость завтрака. Вот как? То есть позавтракать можно было бы? Именно. Поменял $100 у гида или в аэропорту, считай, -1 прием пищи. Уже ощутимо, правда? Угу. Это уже не просто цифры, да, это конкретный завтрак. Вот. А если менять не $100, а, скажем, 500 или 1000 за всю поездку, эта разница уже складывается в довольно приличную сумму. Да уж, там уже не одним завтраком пахнет. Можно что-то интересное купить или на экскурсию съездить. Логично. Значит, вывод какой делаем из этого видео? Первый. Не спешить менять деньги в аэропорту или у первого встречного гида. Да, точно. Спокойно, без паники. Второй. Не бояться искать и спрашивать. Даже в таких неочевидных местах, как ювелирный магазин. Именно. Сравнивать курсы. Потратить 10-15 минут на поиск может реально сэкономить деньги. Пройтись немного, спросить в паре тройки мест. Получается, поиск выгодного курса — это не просто какая-то нудная обязанность, а, почти часть приключения. Такое мини-исследование. А ведь так и есть. Интересный взгляд. Это же тоже про взаимодействие со страной, с местными жителями, немножко заглянуть за туристический фасад. И вот что еще подумалось. Наверняка ведь у многих, кто нас слушает, есть свои такие истории. Лайфхаки по обмену валюты не только в Индии, а где угодно. Было бы интересно обменяться опытом. Это отличная идея. Действительно, если у вас есть свои находки или советы, делитесь. Всегда полезно узнать что-то новое. Угу. Ну что ж, на сегодня, пожалуй, все. Полезный разбор получился, мне кажется. Да, надеюсь, кому-то пригодится. До следующего погружения. Всего доброго.